Обзор ультраранних и ранних сортов винограда. 2024 год, третья часть. Здравствуйте, уважаемые любители винограда. Продолжаем показывать вам те сорта, которые созрели на нашем винограднике в этом году, в 2024 году, начиная с июля, где-то с 20, 15, 20 июля и до 15 августа. Также коротко хочу сказать еще раз, что на нашем винограднике больше, чем 200 сортов. Где-то 50 технических сортов и где-то 150 столовых сортов. Из них около 20 кишмишных, то есть без косточек. Но в обзорах мы показываем меньше. Почему? Потому что много новинок мы посадили, много сортов мы поменяли на нашем винограднике. Рыба ищет где глубже, человек где лучше. То есть, насколько возможно, мы берем новые сорта, но не все подряд. Что мне понравилось, может быть, по описанию, визуально, но в любом случае все нужно испытывать. А также, еще раз пользуясь случаем, хочу поблагодарить селекционеров, тех, кто тратит свои силы, свое время для того, чтобы выводить новые сорта и радовать нас. Спасибо вам огромное. Ну что, теперь давайте смотреть обзор. Приятного просмотра! Открывает наш обзор гибридная форма Днепровская ривьера. Автор селекции Калугин Виктор Михайлович. Посмотрите, какая прекрасная, красивая, нарядная ягода. Красно-желто-зеленая, горит. Вот просто сказка. По вкусу, вот сорву одну ягодку. Легкий, ненавязчивый мускат. Хороший сахар. Косточка, смотрю, уже коричневая. Хруст хороший, то есть, на мой взгляд, по всем параметрам просто прекрасная форма будет расти на нашем винограднике. А сейчас перед нами Грация. Автор селекции Калугин Виктор Михайлович. Посмотрите, какие нарядные, красивые грозди. Кстати, первый урожай на молодом кустике. Третий год этому кустику. Попробую на вкус. Ягода взрывается во рту. Сочная, мясистая. И вот этот мускат, цветочный аромат, сладкий и приятный, вкусный. Вы знаете, мы уже разбалованные виноградари. Нас мало чем можно удивить. Но эта форма меня очень удивила. Однозначно Грация вошла в список моих любимчиков. Лоза, вижу, что пошла на вызревание. Здесь желтая, здесь уже коричневая. Лист чистый. Я очень доволен этой формой. А сейчас перед нами перцовый черный. Перчики, ну я думал, почему перчики? Наверное, как болгарские перчики. Вкус гармоничный, ягоды крупные довольно. Вот посмотрите, какие красивые, нарядные. Хорошая гармония. Иногда люди говорят, не хочу мускат, дайте мне вкус, чтобы был виноградный. Вот то, что нужно. Лоза, посмотрите, уже коричневая. Первая декада августа, хорошо лоза вызревает. Грозди здесь небольшие, ну примерно 600-800 грамм плюс-минус, но на каждом побеге завязываются по 2 грозди, то есть мы оставляем весь урожай. Мы очень довольны этой формой. Сейчас перед нами гибридная форма Соломия или Кишмиш Соломия. Автор селекции Загорулько Виталий Владимирович. К сожалению, этот куст пострадал от весенних заморозков, возвратных заморозков. И этот урожай, который вы видите, это второй урожай или пасынковый урожай. Обычно эта форма способна выдавать огромные грозди. Вкус приятный, мускатный. По бессемянности, сейчас скажу, раскрою прямо ягодку, мягкие рудименты. Скорее всего, 3-й класс бессемянности. Попробую на вкус. Хороший мускат.
Но так как созревание пасынкового урожая отстает, немножко ему надо добрать сахара. Обычно эта форма очень сладкая и очень вкусная. Мы, в принципе, довольны этой формой. Дальше будем выращивать. А сейчас перед нами находка Калугина. Ну, понятно, автор Калугин Виктор Михайлович. Давно уже созрел на нашем винограднике, и уже несколько лет он плодоносит у нас, на нашем участке. Очень довольный. Здесь очень хорошая гармония. Ягода достаточно крупная. С той стороны урожай мы уже сняли, уже идет реализация. И вот немножко гроздей оставили, чтобы вам показать. Итак, на вкус. Шикарная, ароматная, хорошая гармония. Вот такие сорта лично мне нравятся. Лоза, вот середина августа, съемки идут середина августа. Лоза прекрасно уже, вот она почти вызревшая, вот одна желтенькая, остальные коричневые. Лист чистый, треска не наблюдается. То есть такие сорта будут жить на нашем винограднике. А сейчас перед нами Беешевские, автор селекции Балабанов Андрей Федорович. Очень раннего срока созревания. Лоза уже прекрасно вызрела. Середина августа, а лоза уже вот коричневая-коричневая. Ягоды вот такие очень красивые, нарядные. У основания красные, а на низ, наконец, идут такие темно-фиолетово-бордовые. Очень красивые. Хотя грозди не крупные, но на каждом побеге часто способен выдавать по 2 соцветия, по 2 гроздочки. И его нормировать не стоит, то есть не нужно. Давайте попробую на вкус. Очень сладкий, легкая хрустинка и плотно-мясистая мякоть. Просто хорошая гармония. Некоторые говорят, не хочу с фруктовыми тонами, хочу просто гармоничный виноград. Этот сорт лично для вас. А следующая гибридная форма – это черный кристалл. Автор селекции Калугин Виктор Михайлович. Чем мне нравится эта форма? Может долго висеть урожай на кустах и не портится, не трещит, нет ни треска, ни одной испорченной ягоды. Лоза прекрасно вызревает. И еще, чем долго висит, тем вкусовые качества сильнее. Хороший сахар, хорошая гармония, освежающая гармония. Это для тех, кто любит гармоничный виноград. Что еще могу сказать? Ни одной треснутой ягоды мы не наблюдаем. В принципе, этой формой мы очень довольны. Следующая гибридная форма под названием Рэмбо. Автор селекции Калугин Виктор Михайлович. Некоторые говорят, что у Калугина все темные ягоды уже одинаковые и уже повторяются. Вы знаете, на нашем винограднике много из темных сортов Калугина Виктора Михайловича. С уверенностью хочу сказать, что они все разные по вкусовым качествам, по формам, по цвету, абсолютно разные. А срок созревания здесь очень ранний или ранний, вкус гармоничный, хрустик есть, уже окантовка светлая, хороший сахар и освежающий приятный вкус. По лозе шикарно вызревает, то есть проблем нет с этим. То есть северные регионы могут себе его позволить. Лист чистый, треска нет, хорошо висит на кустах. Очень довольны этой формой. А сейчас перед вами смешные пальцы. Кишмиш первого класса. Селекция США. Такие красивые, нарядные ягоды.
Что могу сказать? Лоза в этом году, на удивление, прекрасно стала вызревать. Этому кусту 4-й год. Грозди стали крупнее. По вкусу, давайте возьму вот так вот ягодку, такая вытянутая, посмотрите, как иголочки. Попробую на вкус. Хруст прямо во рту взрывается. И, как мне кажется, вкус барбариса, такой приятный, вкусный. Косточек вообще нет. Когда он вызревает, он приобретает темно-красный или такой бордовый окрас. Но когда он только начинает набирать свой окрас, посмотрите, какой он красивый, какой он нарядный, очень красивый. Все, кто посещает наш виноградник, все обращают на него внимание. С уверенностью могу сказать, что это рыночный сорт и будет иметь хороший успех. А сейчас перед нами Байконур, автор селекции Павловский Евгений Георгиевич. С ранним сроком созревания, по вкусу здесь просто гармоничный, муската здесь нет. Мякоть мясисто, сочная, но больше мясистая, то есть она не плывет. Хороший вкус, может висеть и не терять свои вкусовые качества. Цвет нарядный, красно-бордовый. Урожайность каждый год выдает шикарно. Есть небольшой горох, но он его никак не портит. Лоза прекрасно вызревает, чистая, без болячек. В принципе, очень довольны этой формой. А сейчас перед нами шедевр. Хотя не новая форма, но старый, хороший, надежный сорт. Добрый сорт. Институт имени Таирова вывел эту форму. А вкус здесь просто превосходный. Почему? Здесь есть классический легкий мускат, ненавязчивый мускат. Хотя сахар здесь невысокий, где-то 14-16% плюс-минус. Но кислота низкая. За счет того, что кислота низкая, ягоды просто шикарные, вкусные и ароматные. Ягода созрела, просто шедевр. У нас есть ролик, вот с этого куста мы сняли несколько лет тому назад 80 килограмм, но это был только эксперимент. То есть так мы больше не делаем. Лоза, вижу, что пошла на вызревание, я очень доволен этой формой. А сейчас перед нами Эмир, автор селекции Калугин Виктор Михайлович. Вы знаете, этому кусту лет 6 или 7 даже, но всегда были небольшие грозди. Но в этом году такие шикарные, крупные, нарядные грозди, ягоды красивые. Сейчас проверю на вкус, на сахар. Хруст, сахар хорошо набрал, товарность есть, то есть рыночная форма однозначно. Кто-то говорил, что Эмир нужно оставлять длинные плодовые стрелки, потому что в родителях есть азиаты. Но смотрю, что с 3-й, с 4-й почки он уже плодоносит. В этом году он нас поразил. А сейчас перед нами белая медведица, автор селекции Калугин Виктор Михайлович. На прививке мы оставили небольшой фрагмент. Гроздь была большая, взяли ножницы и вырезали, чтобы лоза шла на вызревание. Вот. И давайте посмотрим на вкус. Мягкая, но по мне бы еще немножко сахара. Хруста нет, но мясисто-сочная. Вот, обещает крупные грозди, крупные ягоды. Будем наблюдать. А сейчас перед нами красная роза, автор селекции Калугин Виктор Михайлович. Давно созрела, уже перевисела. Попробую сейчас на вкус. Аромат чайной розы.
Кстати, почему красная роза? Скорее всего, из двух слов. Красная – цвет, роза – вкус. Вот и название этого сорта или гибридной формы. Первое плодоношение двухлетнего куста просто оставили сигнальную гроздь. Лоза, посмотрите, уже коричневая, вызревает на испытании. Я слышал, что многим эта гибридная форма очень нравится. И даже некоторые коллеги говорили, что он самый вкусный виноград на участке Калугина Виктора Михайловича. Ну что, давайте здесь остановимся. Это была третья часть очень ранних и ранних сортов винограда. Также хочу сказать, что когда мы берем сорта на испытание, на выращивание на нашем участке, мы стараемся брать очень ранние и ранние сорта. Почему? Потому что погода непредсказуемая. И для нас лучше взять очень ранние сорта, чтобы они раньше вызревали, раньше снять урожай и чтобы лоза лучше вызревала. И поэтому средних, раннесредних, средних сортов меньше на нашем винограднике. Хотим сказать, что скоро тоже выйдет четвертая часть ранних, раннесредних, средних сортов. То, что не вошло в третью часть, войдет в четвертую часть. Надеемся, ролик вам понравился. Понравилось? Ставьте палец вверх. Не подписаны? Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Как обычно, всем, абсолютно всем, кто смотрит сейчас нас, хочу пожелать крепкого здоровья вам и вашим близким. Успехов!